Какие ужасы могут таиться за закрытыми дверями? В шкафу истории психиатрии можно найти немало скелетов, своего рода улик, способных привести нас к проблемам сегодняшнего дня. Разумеется, если вы согласитесь пройти по этой безумной дорожке. Не каждому хватит смелости взглянуть в глаза своим страхам и бросить вызов убеждениям. Да и кого волнует судьба людей, оказавшихся в таком месте? Их лечение назначено же неспроста. Знаешь, как говорят, цель оправдывает средства. Они опасны. Их надо, как в тюрьмах. Перевоспитаем. Телефон захотел. Родные и сами найдут. К окнам не подходить. Ши из-за антисанитарии Просто заткнись. плачет. Ну так привяжи к кровати. Вот так. Руки, ноги, пусть лежит. Эти придурки ходят под себя. Всем им галоперидол и делов-то. Что-то не нравится. Ну так оставим тут еще на полгода. А чего лечим? Да вам, выродки. Знать не положено. Ну, они больны. Да это же психи. В Москве. Вы снова ушли в себя. Все еще привыкаете к расписанию и здешним правилам? К униформе создают иллюзию порядка, иллюзию контроля. Знаете, цвет мне в целом нравится, но вот с обувью есть проблемка. Как говорят на улицах Готэма, о человеке можно судить по его обуви. Если подошва бьется о ваше лицо, то человек, скорее всего, чем-то расстроен. И с такой обувью я определенно буду испытывать затруднения с тем, чтобы выразить расстройство. А как же вы, док, собираетесь лечить меня, даже не зная, какое у меня расстройство? Лечить то, не знаю что. Но это же просто безумие. Знаете, мне все сложнее понять, это действительно ваш юмор или ваша склонность к антисоциальным действиям и конфликту? Но я абсолютно серьезно. По этим спискам даже ваши коллеги не могут определить, какой же у меня букет расстройств. Человек плачет, так он болен. Слишком громко смеется. И эта болезнь сидит в надежде, что от него отстанут. Ну, по-любому псих. Тут же не может быть нормальных. Слушайте, я пробовал обойтись гуманной психотерапией, но прогресса в вашем отношении от этого метода будет не очень много. Придется назначить пару сеансов с доктором Крейном. Его методы пусть и пугают некоторых пациентов, но довольно часто они эффективны. Пугают? Отличное у вас лечение. Я скажу, надеюсь, следующий док не будет таким же занудой. О, Джонатан Крейн – это мастер своего дела. Уверен, вскоре его заслуги будут признаны. Примум нон нокере. Прежде всего, не навреди. Эта сентенция, приписываемая то Гиппократу, то Галену, по всей видимости ошибочно, сегодня является одним из известнейших руководящих принципов медицинской этики и биоэтики в целом. И несмотря на то, что этот принцип один из старейших в медицине, у психиатрии с ним возникают определенные
сложности. В предыдущем видео мы познакомились с историей возникновения психиатрии и с тем, как через тьму веков понятие безумия трансформировалось сперва в психическую болезнь, а затем и психическое расстройство, которое сегодня, собственно, и является предметом психиатрии. И несмотря на многообразие терминов, описывающих то или иное сумасшествие, они все имеют единый культурный груз семантических значений, связанных не только с состоянием человека, именуемого безумцем, его страданиями, так называемым дистрессом, но и с ожиданиями общества, своего рода сводом правил, за нарушение которых к нарушителю становится общественно допустимым применять психиатрические меры, вроде государственного вмешательства, сдерживания и давления для их же блага, как со стороны сообщества, так и врачей. Не волнуйтесь, эти ремни для вашей безопасности. Ну да, я ведь не могу быть в безопасности даже сам для себя. Ты каждому рассказываешь эту сказочку? Только новоприбывшим. И если сказать что-то иное, вы чаще начинаете вырываться, вести себя активно, создаете проблемы. А проблем в моем отделении быть не должно, я ясно выражаюсь. Доктор Крейн не хочет проблем в психушке. А мы точно в тех ролях. Мне кажется, что в кабинете минимум 2 пациента. Причем эти негласные общественные правила, за нарушение которых можно попасть в списке нарушителей, вовсе не обязательно являлись объективными или хотя бы отражающими реальность. Так, напомню, что в первом издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам 1952 года в эти расстройства была занесена и мастурбация, которой даже в консервативной Америке 60-х занималось абсолютное большинство здоровых людей. Таким образом, историческое формирование психиатрии отражает то, что эта дисциплина существует не только ради облегчения страданий, борьбы с дистрессом и улучшения качества жизни пациентов, как это должно было бы происходить, но также и ради удовлетворения общественного запроса на соблюдение границы нормальности, как это было на примере мастурбации. И, по крайней мере, к середине прошлого века, а по мнению некоторых клиницистов, кое-где и сегодня, психиатрия так и не смогла провести четкое различие между личным дистрессом человека и общественно неприемлемым, но вовсе неприступным поведением. Ну что, ты уже определил, какая у меня патология? Я ведь сгораю от нетерпения. Как минимум, я вижу проблемы со вниманием. О, ну разумеется, со вниманием. Дело ведь не в том, что я привязан, нахожусь на одном месте и вынужден смотреть в одну точку. Определенно нет. Таким, как ты, гораздо проще дать мне витаминку с амфетамином, чем усомниться в правильности построенного занудами мира. Эта зависимость от общественного отношения к тем или иным чувствам, мыслям и реакциям – это один из главных пунктов критики психиатрических институтов. Ведь эти общественные нормы релятивные, то есть могут меняться в разных культурах и в разные времена. В любом случае, безумие практически всегда рассматривалось социумом как что-то неизвестное, пугающее, лишающее близких безумного человека сил и понимания того, как себя с ним вести.
В прошлом веке именно эти переживания, страх перед сумасшествием способствовали росту общественного запроса и, как следствие, небывалому развитию психиатрических институтов и приютов для душевнобольных во всем мире. Приютов, где господствовало подавление и неволя. Ремни и уколы для моей безопасности. Что дальше? Секс ради девственности? Аннексия ради воссоединения? О нет! Захват ради миротворчества! Почему, если эти безумные противоречия повторяет большинство, то они вдруг становятся нормальными? Нормальными? В отличие от многих своих коллег, я не питаю иллюзий. Между нами я считаю, что нет никакой нормальности, есть недообследованность. Но что более важно, есть общественное благо. И такие, как мы, стоим на страже этого блага. Просто одни недообследованные не несут угрозы спокойствию общества, а другие вместо других здесь. Как говорила моя бабуля, не разбив дедушкиных яиц, не сделают омлет. Да и кого волнует судьба парочки таких умных и самостоятельных яичек? Вот только скажи мне, док, какое это отношение имеет к медицине? Из-за того, что само понятие безумия формировалось в русле социальных реакций на поведение человека или его чувства, считавшиеся нестандартными, в психиатрии сложились такие странные отношения с примум нон нокере, ведь «не навреди» не обязательно должно быть направлено на пациента. Когда именно общество определяет, кто является ненормальным и вредным, психиатр вполне может стараться не навредить обществу, удовлетворить его запрос, отодвигая интересы пациента на второй план и воздействуя на него через принуждение. Принуждение, безусловно, бывает разным. Можно заставлять человека принимать некие препараты прямой силой или угрозами, например, о лишении родительских прав. Можно заставлять есть того, кто отказывается принимать пищу. А можно под давлением авторитетных специалистов и родственников согласиться на сомнительную операцию на мозге. И подобные формы принуждения по отношению к пациентам психиатрических учреждений в прошлом веке не рассматривались как проблемные, ведь применялись повсеместно. Более того, все эти, казалось бы, пережитки прошлого для некоторых стран вовсе не такие уж и пережитки, но не будем забегать вперед. Сейчас стоит упомянуть, что подобные критические уязвимости психиатрии в некоторых странах подвигли многих клиницистов, социальных работников и в прошлом психиатров усомниться в том, что психиатрия обладает некой особой компетенцией в отношении того, что именует безумием. Например, согласно анализу научной литературы, проведенному Томми Гамори, Стюартом Кирком и Дэвидом Коэном, что они представили в книге «Безумная наука. Психиатрическое принуждение, диагностика и лекарства». По огромному количеству критериев сегодняшняя психиатрия не справляется с поставленными перед собой задачами. Авторы поднимают острые вопросы недостатков диагностики, помощи и облегчения человеческих страданий, рассматривая варианты гуманизации отношения к тем, кто совершает общественно неприемлемые, однако законные поступки. Все эти темы и сегодня регулярно всплывают в любых спорах о психиатрии. Уж о спорах в прошлом веке и говорить нечего. Книга Гамори — лишь одна из очень многих в хоре голосов критической психиатрии, основная претензия которых в том, что из-за плохой психиатрии научный подход в области психического здоровья очень обесценился. И это проблема. А может, нам лечить, а не вредить? Да ну, зачем тут что-то усложнять? За век привыкли изводить и под стандарты
подгонять. Интересно, что люди, которые задаются такими острыми вопросами о психиатрии, очень часто профессионально занимаются тем, что помогают социально уязвимым группам, как в случае с Гамори, который является исследователем-клиницистом по социальной работе. С его же слов, именно опыт работы с людьми, которых нынешняя медицинская модель психиатрии рассматривает как своих пациентов, и толкнул его к анализу психиатрии, ведь он своими глазами увидел, она не справляется. К слову, в том числе и поэтому «Безумная наука» получила награду за лучшую научную книгу 2015 года от Общества социальной работы и исследований. Ведь проблемы явно наболевшие и требующие активного внимания социальных работников. Иначе говоря, один из главных вопросов от сторонников критической психиатрии: являются ли проблемы безумцев действительно медицинскими, а не чем-то гораздо более сложным и оттого требующим гораздо более многостороннего подхода, чем просто медицинский. Забавный факт. Человек, что основал это учреждение, Амадей Аркхем, закончил свой жизненный путь в качестве пациента своего же детища. Вполне закономерно. Как говорят, хочешь понять кого-то, нужно стать им. И только безумец может не замечать оксюморонов, которыми он же и живет. Верить, что ты занимаешься лечением и одновременно стоишь на страже неких общественных норм. Медик, судья, присяжный и палач в одном лице. Не многовато ли ролей? Так ведь расщепление личности схватить недолго. Каждый человек сочетает в себе множество ролей. Кстати, о них предупрежу, что я работаю в маске, ведь это часть моей экспериментальной терапии страха. Все мы носим маски, просто некоторые носят их под своей кожей. Время познать ужасы прошлого. Хорошая психушка! И психиатры интересные! Неискушенный зритель может задаться вопросом: медицинская этика, концептуальные проблемы дисциплины, уязвимая диагностика и отбрасывание роли пациента на второй план — это все прекрасно, но... А делать-то что? Люди обращаются к психиатрии не просто из интереса. Сам этот институт возник в ответ на общественный запрос, который психиатрия вызвалась разрешить. Вот представим ситуацию, в которой у рядового гражданина начинает возникать непонятное окружающим чувство и поведение. Скажем, 25-летний мужчина начинает впадать в апатию. У него проблемы со сном, он не может устроиться на работу, не хочет общаться и вступать в отношения с другими людьми, склонен к изоляции. Естественно, семья такого человека начинает беспокоиться, но каждая попытка помочь не дает никаких результатов. С каждым днем личные страдания этого человека и всех людей вокруг растут и растут. Эти страдания разрушают жизнь, карьеру, отношения и мечты. Это определенно жизненная трудность, в сражении с которой разные люди могут прибегать к самым разным методам. То есть в каждом конкретном случае каждый человек отвечает сам на этот вопрос. А что делать? Кто-то обратится к друзьям, кто-то запишется на йогу или групповую медитацию, пойдет в спортивный клуб, если найдет на это силы, кто-то, возможно, даже обратится к церкви. На проблемы кого-то обратят внимание социальные службы. При достаточно высоком уровне жизни человек может пойти к частному психотерапевту. Ну а кто-то или родственники этого кого-то обратятся сразу к психиатрии, если государственные институты предоставляют такую возможность. Стоит понимать, что этот выбор того, куда идти за помощью, происходит в условиях неопределенности
неопределенности, страха перед неизвестностью, бессилия и непонимания воплощенного в состоянии близкого человека и часто недостатка как ментального, так и материального ресурсов. Люди просто ищут выход. И сегодня именно психиатрия предлагает такой профессиональный, авторитетный выход в своем лице. Вот и семья этого молодого человека обратилась к врачам. Как итог, поставлен определенный диагноз, объясняющий все жизненные трудности, с которыми столкнулась семья. Диагноз с одной из самых темных историй злоупотреблений в прошлом. Диагноз, который до 60-х, 70-х годов прошлого века могли поставить женщинам за то, что те плохо справлялись со своими супружескими или материнскими обязанностями, а затем темнокожим за то, что те требовали своих гражданских прав. Диагноз, надуманной разновидностью которого до 90-х годов обосновывали помещение в психушки политически неблагонадежных граждан. Шизофрения. Болезнь, которую невозможно диагностировать ни одним биомедицинским или физиологическим тестом, что совсем не мешает доктору предложить вполне себе биомедицинское лечение. Лечение, которое дарит семье молодого человека тот лучик надежды, в котором они так нуждались. Операция сжигания небольших, по мнению психиатров, проблемных участков ткани мозга путем введения 18-сантиметровой иглы в 2 небольших просверленных в черепе отверстия. Занимательные операции на мозге! Кстати, один мой знакомый дантист как-то тоже стал нейрохирургом. Его сверло соскочило. После выписки, впрочем, родные не заметили улучшений, а к социальной изоляции добавились невнятная речь и ухудшение контроля над правой рукой. Пытаясь облегчить страдания, родные сделали только хуже. Мать пациента описала свои чувства как злость. «Я действительно злюсь на себя. Как я могла допустить такое?» И действительно, как? Вам может показаться, что это история из прошлого века, когда в недавно зародившейся очень научной психиатрии было еще предостаточно варварства, не то что сегодня. Однако эта история пришла к нам из нашего 21 века, из госпиталя номер 454 в Нанкине, Китай. Страны, где среди общих проблем с правами человека практика такого вмешательства в мозг с целью повлиять на чувства и поведение, то, что сегодня носит название психохирургии, все еще активно применяется. Врач, что делал операцию 25-летнему Ми Джентао, уверял его родных, что проводит такие операции регулярно, начиная с 2004 года. Это тысячи пациентов лишь в одном госпитале. Министерство здравоохранения Пекина не ответило на письменные вопросы об этих операциях. Родственники Ми сделали выбор обратиться к психиатрии, столкнувшись с тяжелой жизненной ситуацией. И этот выбор, равно как и его итог, является прямым следствием того, какой путь развития, какой язык и подход к человеческой психике избрала и прошла психиатрия. Просто в некоторых странах она так и застряла на середине этого пути. Быстренько пройдемся по этой жуткой дорожке и мы. Мозги. Возможно, зомби, как и психиатры, просто заняты поиском того, чего им самим не хватает. Сегодня, по крайней мере, среди психиатров в развитых странах, в мейнстриме так называемая биопсихосоциальная модель, согласно которой те или иные психические расстройства возникают из очень сложного, часто неопределимого комплекса причин, включающего не только биологию пациента, но и то, что обычно рассматривают в сфере социального: мысли и поведения, условия, окружение и так далее. Этот подход официально был принят Всемирной организацией здравоохранения в начале 2000-х. Однако в психиатрии начала 20 века доминировала
иное убеждение. Считалось, что серьезные психические заболевания возникают исключительно из различных органических патологий или функциональных нарушений, сокрытых в нервной системе. Ни фактором окружения, влияющим на человека и его мысли, поведение, ни прочим внешним условиям не придавалось такого значения, как биологическим причинам. Если человек ведет себя не так, как мы привыкли, значит все дело в том, что у него что-то с мозгом. И никак иначе. И если в программе баг, значит компьютер сломан, ну логично же. Или не совсем. А ведь проблему стоило поискать в программисте, и даже инструмент менять бы не пришлось. Этот биологический редукционизм появился в том числе и потому, что тогдашние психиатры стремились сделать свою дисциплину максимально научной. Но не в строгом смысле слова «наука», а скорее научной в общественном восприятии. Собственно, до конца 18 века сложно всерьез говорить о существовании такого понятия, как психиатрия. Ведь в Европе и Северной Америке те, кто присматривал за безумцами, исторически не рассматривались как само собой разумеющаяся часть системы здравоохранения и примкнули к ней относительно недавно. Представителям этой бурно развивающейся дисциплины было жизненно необходимо компенсировать недостаток медицинской легитимности. Зачем? Потому что помимо вопросов престижа тут остро стоял денежный вопрос. Так, например, в Германии до 1901 года психиатрия вообще не была официально включена в медицинские учебные программы, в связи с чем она была лишена того финансирования, что выделяли на тогда новые лабораторные науки, такие как физиология или бактериология. Такое положение дел вызвало естественную конкуренцию, которая определила, как должна выглядеть и на каком языке медицины должна объяснять безумие психиатрия, чтобы быть признанной, почитаемой и финансируемой. То, что исследователи сегодня называют медикализация безумия. Поэтому психиатры и старались изо всех сил найти органические основы психических расстройств. Добавьте к этому то, что уже тогда существовавшая неврология, которая твердо закрепилась как серьезная медицина, не только грозила разрушением монополии психиатрии на экспертность в вопросе безумия, но также определила ориентиры, к которым психиатры должны стремиться. Учитывая то, что неврология занимается нервной системой, ее и взяли в качестве шаблона, лекала для того, чтобы сшить медицинский костюм будущего психиатрии. Что? Не тот фасон костюма? Ну, ведь и на свадьбе, и на жертвоприношении есть алтарь! Вот так, несмотря на то, что такие дисциплины, как неврология, физиология или даже бактериология не слишком хорошо объясняют человеческое поведение и психику, их избрали в качестве эталона исследований для поиска причин любого поведения или мыслей, которые выходили тогда за границы часто меняющейся нормы. И в этой неврологической одержимости психиатры выдвигали самые разные концепции и предположения о природе того, что тогда называлось психическое заболевание. То во всем виновата кислородная недостаточность, то замедленный метаболизм и очаговые инфекции в головном мозге. Методы лечения также предлагались с уклоном в биологизаторство, и они были весьма разнообразные. Настолько разнообразные, что попав в психушку в то время, вы бы подумали, что врачи это те же пациенты, просто они первыми успели надеть халат. Пациент, стоит назначить вам переливание лошадиной крови в спинномозговую жидкость. Не помогает? Странно. Быть может, все дело в том, что ваш мозг нуждается в стимуляции углекислым газом. Ну или цианидом натрия. А может, все дело в том, что в безумии больного виноваты его гениталии. Чик-чик. Без результата. Ну что же, обратим внимание на другие железы. Не помогло?
Ну не страшно, у нас таких еще целая переполненная больница. Кому-нибудь да поможем. Без шуток. Меньше века назад к пациентам желтых домов могли применять просто невообразимые процедуры. Причем методы, используемые в психиатрии в 20 веке, становились все более инвазивными. К практике сковывания пациентов добавилось удержание их под водой. Вскоре начали применять шоковую инсулинотерапию. Потом был период, когда людям вкалывали возбудители малярии для того, чтобы вызвать лихорадку. Затем некоторые психиатры пытались накачивать людей препаратами для введения их в сон на дни или даже недели. Но и это не слишком способствовало излечению. Вскоре начали практиковать электросудорожную терапию. И вот настала очередь непосредственно проникнуть в мозг. Буквально. Например, металлическим инструментом. Как считаете, нож для колки льда для этого подойдет? Ах да, нож будет чуточку позже. К одним из первых систематических и довольно массовых попыток повлиять на состояние пациентов психлечебниц через непосредственное физическое воздействие на их мозг можно отнести практику аутогемотерапии, заключавшуюся в введении в лобную долю пациента его же крови. Такую процедуру активно применял французский психиатр Марис Дюкасте. Причем кровь он брал, зараженную малярийным плазмодием, и процедура могла повторяться до 12 раз на одном человеке. Считалось, что это облегчает состояние при шизофрении, мании, меланхолии и прочих болезнях разума. Такое лечение получили сотни пациентов психбольниц, а отчеты об этом были представлены в психиатрических публикациях. Воцарившееся тогда в психиатрии безумие можно описать словами Эллиота Валенштейна. Все эти сумасшедшие процедуры заполняли собой теоретический и терапевтический вакуум, в котором могло быть испробовано почти любое лечение при условии, что его можно применить к большому количеству пациентов с минимумом высококвалифицированного персонала. Соответственно, и обращение с пациентами со стороны низкоквалифицированного персонала, готового выполнять любые процедуры, часто выглядело как издевательство садистов. О том, чтобы сперва не навредить пациенту, и речи не шло. Оттого и метод введения крови больного в его лобные доли не выглядел таким уж варварским и активно обсуждался. Разные психиатры предлагали различные модификации такого лечения. И, по-видимому, именно эта лечебная практика аутогемотерапии повлияла на возникновение самой известной в мире психиатрической процедуры на головном мозге. Процедуры, которые почти каждое художественное произведение или исторический очерк о психиатрии уделяет особое внимание. Процедуры, которая внесла невероятно большой вклад в общественное восприятие психиатрии как медицинской специальности, работающей с мозгом человека. И процедуре, из-за которой и стал возможен тот случай с операцией на мозге Ми Джентао, что мы рассмотрели ранее. Ведь именно эта процедура сделала психохирургию невероятно популярной практикой психиатрии в 20 веке. Мало кто знает, но вся история психохирургии началась с шутки. 16 век в Германии появляется и становится очень популярной наизабавнейшая сатира «Экус» или «Эчиус Дедалатус», повествующая об одном избалованном противнике лютеранства – Иоганне Эке. Старина Эк чувствует, что заболел. Он раздражителен, агрессивен, но что более важно – он приверженец отсталых средневековых взглядов, по мнению протестантов. Эк пытается лечить себя алкоголем, однако безрезультатно. И вот его друзья для его же блага обращаются к хирургу. Тогдашняя
передовая медицина связывала человеческие эмоции с человеческим торсом, а не мозгом. А вот и наш хирург берется за сложнейшую операцию на грудной клетке. Заглянув в нее, он и нашел все эти болезненные недостатки характера Эка, после чего оперативно и великодушно спас его от него же самого. Там еще был момент кастрации. Эк решительно выступал против, но это мелочь. Цимис происходящего в том, что имя Эк переводится как «угол». И с точки зрения авторов, углы как характера, так и острых взглядов нужно срезать. Несмотря на усилия хирурга, в итоге его освистывают, подчеркивая, что отсталые теологи не лечатся. Ужасная сатира, сказали бы многие. Ужасающая реальность, ответили психиатры в 20 веке. Стоит сказать, что попытки лечения ментальных расстройств через хирургию существовали как минимум со второй половины 19 века. Но лишь в 20-м такая практика начала становиться системной и очень популярной. У психохирургии есть свои первопроходцы, и, пожалуй, самый известный из них – португальский психиатр Антонио Каэтану де Абреу Фрейре Эго Шиманиш, более известный просто как Эго Шиманиш. Человек, который распространил операции на мозги душевнобольных практически по всему миру, сделав это рутиной психиатрии. Сегодня операция на мозге для изменения поведения – это типичный сюжет историй ужасов, но тогда такие психиатрические новшества получили общественное признание по нескольким причинам. Во-первых, как я уже озвучил, это довольно серьезный кризис методов лечения и психиатрии в целом. Вера общества и очень многих психиатров в то, что душевные болезни можно вообще вылечить, тогда стремилась к отметке 0. Эффективных методик практически не было. А то, во что верили раньше, вроде той же терапии инсулиновой комы или препаратами, провоцирующими судороги, разваливалось на глазах. Симптомы, отступавшие в моменты шока, вскоре возвращались. А во-вторых, это переполненные дома душевнобольных. Многие пациенты находились в них долгие годы. Уход представлялся проблемным. В отделениях периодически происходили вспышки инфекционных болезней вроде туберкулеза, что вело к смерти пациентов. Также помним, что Вторая мировая создала очень много людей, переживших нечеловеческие травмирующие события. А удержание буйного бывшего солдата – непростая задача и, что важнее, не дешевая. Поэтому любое средство, а особенно простое, доступное и быстрое, вроде травмы мозга, обещавшей большее послушание или выписку, воспринималось торжественно. В-третьих, тогдашний уклон психиатрии в биологизаторство. Попытки лечить ментальные расстройства точно так же, как и телесные болезни, при практически полном игнорировании социального контекста или любых других причин, кроме нарушения строения и функций мозга. И, наконец, в-четвертых, это колоссальная реклама, буквально пропаганда психохирургии. Ее медийность. СМИ превозносили такой редукционистский подход к психике и мозгу. Хвалебные отзывы об этих операциях стремительно публиковались. Да и не только в СМИ. Авторитеты, изучающие наиболее престижные, популярные научные концепции и нововведения, не остались в стороне. Странно. Неужели эти истории не вызывают в вас ужаса? Разве это не ужасно быть обездвиженным, лишенным даже контроля над своим сознанием, неспособным на что-либо повлиять? Прекрасное описание среднестатистического телезрителя пятничным вечером. Эти витаминки, они неплохие, но слабоватые. Чтобы подействовало, нужно что-то помощнее. Что-то способное влиять на массы. Что-то авторитетное. У меня есть кое-что действенное. Да,
Общество всегда полагалось на авторитеты, и, к счастью, авторитет науки может сделать допустимым очень много. Нобелевская премия, пожалуй, самая престижная из наград, вручаемых за выдающиеся научные открытия. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию должны присуждать в тот же год, что и было совершено научное открытие. Но на практике это правило практически не соблюдается. Любому научному открытию требуется время на проверку научным сообществом. И как мы знаем сегодня, даже срока, превышающего десятилетие, бывает недостаточно, чтобы не сделать ошибки. Нобель верил роль жюри различным экспертным организациям. Те, в свою очередь, опираются на мнение исследователей в областях, где присуждаются премии. И если премии по литературе частенько подвергаются критике за излишний субъективизм, то в области естествознания для этого просто нет места. Ну или почти нет. 1949 год. Нобелевскую премию по физиологии и медицине разделяют два человека, один из которых уже знакомый нам пионер психохирургии Эгеш Маниш. Новость о присуждении Нобелевской премии попала в заголовки газет по всему миру. Даже журнал Nature восхвалял терапевтическое воздействие хирургии на головном мозге. Операции, которой Маниш дал название лейкотомия. Лейкотомия, как следует из ее греческого названия, лейкос – белое, томос – разрез. Это процедура, направленная на рассечение белого вещества головного мозга. Правда, в мире большую популярность обретет другое название подобной процедуры – лоботомия. Ведь рассечение белого вещества происходило именно в лобной доле, отсюда и лоботомос. Нобелевский комитет описал первую операцию Маниша как одно из самых важных открытий, когда-либо сделанных в психиатрической медицине. Лейкотомия – часть истории победы психиатрии. Ведь Нобелевский комитет прекрасно понимал, что самая важная добродетель – послушание. Непослушных деток отправляют в кабинет директора, а непослушные нейроны взрослых, что не могут контролировать свои импульсы, отправляют под нож хирурга. Эгеш полагал, что если разрушить белое вещество, связывающее лобные доли с остальным мозгом, то это поможет душевнобольным обрести утраченное равновесие, избавиться от агрессивности, в общем, познать дзен. Традиционно считается, что на мысли о лейкотомии Эгеша натолкнуло посещение второго международного неврологического конгресса, где, среди прочего, были представлены результаты опытов по удалению лобных долей у двух шимпанзе – Бекки и Люси. Заявлялось, что приматы продемонстрировали серьезные изменения в поведении, но самое главное – полное отсутствие приступов гнева или выражения недовольства, покорность и послушание. Это, наряду с другими работами того времени, подтолкнуло Эгеша к мысли, что разрушение связей лобной доли позволит, цитата, «изменить соответствующие мысли и направить их в другие каналы». Его сторонники сравнивали это с устранением неисправности в проводке. Первые операции на людях Маниш инициировал вскоре после Конгресса 1935-го. Он утверждал, что префронтальная лейкотомия была простой и безопасной процедурой. Правда, ее описание выглядит не так однозначно. Я считаю, что лейкотомия во многом – это искусство. Элегантно проделать отверстие в черепе, ввести лейкотом на 4 сантиметра внутрь мозга, прокрутить этот чудесный инструмент. Вот только проблема. Радиус поражения ткани мозга небольшой, петля в диаметре всего сантиметр, так что нужно выбрать по несколько участков мозга с каждой стороны, которые мы будем разрушать. После поворота внутри оттягиваем лейкотом чуть на себя и повторяем вращение. Если же, на взгляд врача, результаты такого вмешательства были недостаточными, то процедура повторялась столько раз, сколько будет необходимо, пока психиатр не почувствует
удовлетворение от своей работы. Сплошное искусство. О, знавал я парочку человек, увлеченных подобным искусством. Имя Виктор Зас вам о чем-нибудь говорит? Примечательно, что первая пациентка, перенесшая эту процедуру по инициативе Эгоша, так никогда и не покинула психбольницу, несмотря на то, что он объявил ее исцеленной. Ведь критерий его исцеления – это более покладистое поведение. Было объявлено, что большей части лоботомированных пациентов операция помогла, и вскоре ее понесли в массы. Вот только детали данной процедуры Маниш описал крайне неточно. Скажем, отсутствие угловых значений для лейкотома или разная глубина его введения. Описание напоминало скорее какой-то рецепт блюда с примерными пропорциями, определяемыми на глаз, нежели хирургию. Вскрытия пациентов впоследствии подтвердили, что части из них вместо перерезания белого вещества по сути просто наносили колотые раны прямо в мозг. А сегодня мы приготовим индейку на День Благодарения. Что? У нас нет индейки? Какая трагедия. Ну что же, придется приготовить человеческий мозг. И поблагодарим Нобелевский комитет за неумение признавать свои ошибки. Но хирургия на глаз – это не самая страшная проблема. Страшно, что показания к этой процедуре были весьма расплывчатыми. У части пациентов Маниша была диагностирована депрессия, у части – шизофрения. Была даже пара с тревожным расстройством и паническими атаками. В целом, на начальных этапах лоботомию использовали при аффективных расстройствах, которые встречаются довольно часто и сегодня. То есть главным показанием был даже не сам диагноз, а степень выраженности симптомов, то, как эмоции человека проявляются внешне. Новшества Маниша довольно быстро переняли другие врачи. Среди них Уолтер Фриман и Джеймс Уинстон Уотс. Фриман и Уотс способствовали мгновенному и очень широкому распространению лейкотомии, а в их терминах уже лоботомии в США. К 1946 году операция повсеместно проводилась с небольшим изменением, которое грубо можно охарактеризовать как лоботомия ледорубом. Принцип тот же – разрушение белого вещества лобной доли, но только без сверления отверстий в черепе. Вместо этого путь прорубался через орбитальную пластину, отсюда и название – трансорбитальная лоботомия. Фриман утверждал, что для изучения этого метода нейрохирургу потребуется всего полдня, настолько он был простым. Профессия психиатра, равно как и невролога, тогда требовала особой изобретательности. Вот возьмем этот нож для колки льда. Простой инструмент, но сколько творческого потенциала. Прекрасно понимаю. Знаете, я и сам своего рода художник. Сын Фримана в более поздние годы вспоминал, как его отец просто взял похожий нож для колки льда на своей кухне, попрактиковался на грейпфруте, затем парочке трупов, приступив к клинической практике с пока еще живыми пациентами. Восхищает, не правда ли? Несомненно, операция, с которой даже мясник справится. Отодвигаем верхнее веко, вставляем инструмент в угол глазничной полости, слезному протоку и пробиваем тонкую кость с помощью молотка, проникая в мозг. Аккуратно двигаем, изменяя угол, под которым мы проникали внутрь, и разрываем связи с префронтальной корой. Повторяем с другим глазом. Готов поспорить, что пациентов с негативными отзывами практически не встречалось. С подобным упрощением лоботомия стала доступна всем так называемым нуждающимся. Список показаний к операции расширился в разы. По мнению Фримана, это было чудесно, ведь теперь психиатры сами, без нейрохирургов операционных и анестезии, могли пробиться напрямую к мозгу пациентов.
Также стоит отметить, что многие пациенты были подвергнуты лоботомии без информированного согласия, а также то, что данную процедуру могли применять к заключенным для устранения неправильного поведения, а не некого лечения. Сам Фриман продвигал идею о том, что чем раньше прооперировать ребенка, у которого заподозрили шизофрению, тем лучше. Также и в Японии документированы случаи лоботомии у детей, проявляющих неусидчивость, активность и прочее, что сегодня списали бы на признаки СДВГ. А на отчете первой конференции по психохирургии 1949 года есть упоминание лоботомии для 9 детей, 2 из которых умерли от кровоизлияния. Но далеко не только социально незащищенные и обездоленные столкнулись с этой процедурой. В 1941-м Розмари Кеннеди, сестра будущего президента Кеннеди, под контролем своего отца была подвергнута лейкотомии. Главной причиной этой операции послужил сложный характер Роуз, раздражительность, агрессия, в целом непослушание. Например, она сбегала из монастыря, что вызвало особое беспокойство ее отца, ведь девочка могла поставить в неловкое положение и навредить политической карьере его детей. Розмари было 23, когда ее отец услышал от психиатров о чудесном способе избавить его дочь от того, что он назвал перепадами настроения и агрессии. Отец приказал провести операцию на ее мозге. К слову, по словам матери Розмари, она не знала о том, что отец хочет исправить дочь через психохирургию. Что? Считаете, что все дело в моих родителях? Родственные узы – крайне причудливая субстанция. Почему-то родители считают, что общая половина генов дает им право лепить из своего чада все, что только в голову взбредет, как будто это не отдельный человек, а отросток от тела родителя, лишенный всякой воли. Кто-то отдает своих детей во всевозможные кружки и секции. Кто-то учит выживанию через поедание крыс, одевая свое чадо как сраного циркового акробата. Ну а кто-то требует от ребенка соблюдения сумасшедших пуританских стандартов безумного общества. Каждым родителем управляет страх за своего ребенка. Отец Розмари не исключение. Действительно, что может быть страшнее властного отца, который не терпит любые признаки слабости? А властный отец, который не терпит слабости, что зачал дочку? Веди себя тихо, как ведут себя девушки, так не принято. Если ты отказываешься быть бездумной куклой, лишенной воли, то тебя сделают бездумной куклой, лишенной воли, силой. Всего-то пара дырок в черепе и вуаля! Всю оставшуюся жизнь Розмари провела с интеллектом 2-летнего ребенка, без внятной речи, с моторными нарушениями. Ее семья фактически бросила ее. Какое-то время они публично врали о ее состоянии, лишь в 1961 году сообщив, что Розмари – человек с инвалидностью. Правда, и после этого многие из Кеннеди продолжали стыдливо умалчивать о принудительной операции, инициированной властолюбивым отцом. Родственники стали чаще посещать Розмари в спецучреждении лишь после смерти отца семейства. Чтобы в полной мере осознать реализм происходящего, можно упомянуть, что с 50-х Фриман в своем фирменном костюме с подстриженной бородкой, тростью, образ эдакого ярмарочного зазывалы, разъезжал по США на своем фургоне, проводя операции без какого-либо хирургического образования, с пренебрежением к санитарным нормам, тому, что он называл микробной чушью, и популяризируя лоботомию среди граждан и медицинского персонала. К слову, лишь после смерти Фримана его фургон нарекут лоботомобилем. Вопреки расхожему убеждению, сам Фриман, похоже, так его не называл. Из-за того, что процедуре Фримана не требовалась операционная, ее можно было проводить буквально на дому. Он просто приезжал в государственные психушки и лоботомировал людей, предварительно обещая родственникам пациентов чудесное излечение.
СМИ каждый раз делали ему большую рекламную кампанию, ведь Фримен, будучи очень харизматичной фигурой, часто поддерживал хорошие отношения с людьми из популярных газет и журналов. За каждую лоботомию в больнице выставлялся счет порядка $25, что с учетом инфляции эквивалентно сегодняшним плюс-минус $250. По разным оценкам, за период с 1936 по конец 1950-х было лоботомировано от 30 до 50 тысяч людей в одних только США. Причем большую часть тех, кому назначили лоботомию, составляли женщины. Надоело выполнять функции мебели и все время мыть посуду? Ба! Да эта домохозяйка спятила! Лоботомия поможет. Ну кто же удержится от простого, но эффективного метода сделать женщину послушной и услужливой? Штаты не были единственными. Западная Европа, Дания, Великобритания, Швеция и Норвегия везде применяли эту операцию. Советский Союз не остался в стороне. Ну а о психиатрии в СССР мы поговорим ближе к концу. Сейчас наше внимание направлено на мировую практику в целом. Вообще, лоботомия получила огромное распространение еще в 30-х годах. Италия, Румыния, США, Бразилия и Куба. Многие прочие переняли эту операцию чуть позже и использовали вплоть до 1955 года. Нобелевская премия была лишь пиком огромной рекламной кампании этой операции. Забавненько получается, столько факапов, но неужели под сиянием авторитета не возникло и тени сомнения об эффективности этой процедуры? Были эти неблагодарные, вечно недовольные. В любом месте и в любое время находятся те, кто не может оценить то, что получает, как жена пациента в этом сообщении. Кажется, его душа уничтожена. Он не тот человек, которого я когда-то знала. Бездушный человек, вышедший из дисциплины, что пытается лечить душу. Обычная практика. Когда я подрабатывал дантистом, пациенты уходили от меня без зубов. Для кого-то эта процедура оказалась фатальной. Они умирали, и таких было до 6%. Другие заканчивали жизнь самоубийством, третьи оставались в состоянии близком к вегетативному, и четвертый, наверное, самый удачливый из всех, получали лишь последствия в виде разрушения своей личности, испорченных интеллектуальных способностей, прибавки в весе, паралича, недержания мочи и кала. Однако про такие не слишком медийные последствия психохирургии широкая общественность узнала много позже. Очевидно, что с таким количеством побочных эффектов лейка и лоботомия никогда и ни при каких обстоятельствах не должны были бы быть введены в клиническую практику. Это посмешище для медицины и варварство для пациентов. Но когда за критерии терапевтической эффективности берут послушание, некачественные наблюдения, отсутствие внятного медицинского обоснования и слепое поклонение медицинскому авторитету, мало кто обращает внимание. Лишь к 60-м в мире начало доминировать осознание того, что говорить о терапевтическом воздействии лоботомии все равно, что говорить об исправляющем эффекте для подсудимого, мерой наказания для которого назначена смертная казнь. Да уж, исправление так исправление. Но в 1949 году при присуждении Нобелевской премии привлеченные специалисты пренебрегли тем, что исследования лоботомии дали положительные результаты не потому, что нанесение повреждений мозгу имеет реальный терапевтический эффект, а потому что сам критерий терапевтической эффективности сводился скорее к повышению управляемости пациентов. Пренебрегли тем, что Маниш не сообщал ни о подробностях операции,
которая проводилась на глаз, ни о дальнейшей судьбе его пациентов по истечении пары недель или даже дней после операции. Пренебрегли откровенно бредовыми теоретическими обоснованиями Эгоша, которые другие специалисты называли церебральной мифологией. Пренебрегли даже в вопросе столь радикального подхода к изменению мыслей и поведения людей. Там, где пренебрегать ни в коем случае нельзя. Когда даже специалисты, находящиеся на ответственных местах в Нобелевских комитетах, пренебрегли всем этим, чего ж говорить об остальном мире. Мире, что предпочел не услышать неугодные голоса. В тени авторитета взошел один росток. Был черного он цвета, ну прямо воронок. И каждый, кто увидел растеница плоды, втайне ненавидел своей совести черты. Тот голос, что так тихо шептал «Остановись», принадлежал не лиху, кому же? Оглянись. Разумеется, в этом экстазе восхваления лейка и лоботомии, небывалого интереса СМИ и хвалебных репортажей, не все были единодушны. На самом деле у лейкотомии уже на момент присуждения Нобелевской премии были свои противники. Да и в целом, коллеги Эгоша высказывались о его процедуре довольно противоречиво. Например, психиатр, предоставивший Манишу первую группу пациентов для этой процедуры, заявил, что после возвращения в клинику пациенты претерпели лишь деградацию, а не исцеление личности. А все якобы позитивные изменения, описанные Манишем, вследствие шока и травмы мозга. В 1941 в журнале Американской медицинской ассоциации даже было сообщение о том, что нет доказательств и оснований для продвижения и восхваления этой процедуры. Также осуждались психиатры, что делали рекламу лоботомии, а таких было немало. Иные специалисты, среди прочего, отмечали, что процедура, ведущая к увечью органа, не может улучшить его функции, а потенциальные осложнения и вовсе будут чреваты смертью. Однако все эти голоса остались неуслышанными. Лейка и лоботомия – продукты своего времени. С какими бы неприятными последствиями они не ассоциировались, совесть психиатров чиста. Конечно, чистютенькая. Вы ведь ей никогда и не пользовались. Впрочем, это можно понять. Слушать голос совести все равно, что прислушиваться к советам совершенно незнакомых людей. Ну просто полное безумие. Масло в огонь подлило и то, что далеко не все позитивно восприняли упрощение лейкотомии до такой операции ледорубом, предложенная в США. Так, бывший коллега Фримена, Уотс, отверг новшество, поскольку, с его слов, данная операция стала еще большей хирургией вслепую. Да и сам Фримен, вместо доказательств о якобы пользе его процедуры, просто поддерживал хорошие отношения со СМИ, которые всячески превозносили лоботомию. Собственно, по мере распространения лоботомии Фримен все чаще слышал критику. Но мнение коллег и даже бывших сторонников лейкотомии его не слишком волновало. К середине 50-х годов он собственноручно провел более 2000 лоботомий в США. Работы Маниша, Фримена, Уотса, что послужили основанием для массового внедрения лейка и лоботомии в психиатрическую практику, впоследствии подверглись резкой критике за недооценку осложнений, некачественное наблюдение за пациентами и вещи вроде незнания статистических методов обработки данных, которые уже были доступны в их время. Маниш предпочел не замечать не только серьезные патологические изменения в личности его пациентов, но также и резкое ухудшение их физического состояния, назвав все негативные последствия лейкотомии временными. Маленькие временные трудности! По мере того, как количество лоботомий росло и количество противников этой процедуры.
Ведь с распространением этой практики стало появляться все больше данных о судьбе пациентов и тех необратимых последствиях изменений в личности человека. К середине 40-х медперсонал описывал лоботомированных такими словами, как апатия, инфантильность, безинициативность, вялость, послушность, зависимость, бессознательность. К 1953 году уже было известно, что как минимум 10% лоботомированных страдали от эпилепсии. В последующих исследованиях выяснилось, что в той или иной форме ее можно было зафиксировать у 52% прооперированных. Вы смотрите лишь с точки зрения пациента. Родственники, обслуживающий персонал, врачи. Если есть возможность сделать уход за больными проще, облегчить участь тех, кому выпало пребывать рядом с такими, как вы, почему бы этого не сделать? Позволь заметить, что убийство пациентов сделает уход еще проще. Прекрасный подход, вот только вряд ли узникам концлагерей казалось, что их лечат. Наряду с последствиями вроде эпилептических припадков, ослабления воли и эмоций, невозможности планирования, немногие лоботомированные отделались относительно легкими проблемами с памятью и вниманием. Один из таких пациентов, переживших лоботомию лично от Уолтера Фримена в возрасте 12 лет, позже даже стал соавтором мемуаров об этом происшествии. Книга «Моя лоботомия». Говард Далли был самым обычным ребенком. Вот только рос он в атмосфере эмоционального и физического насилия. Его мачеха считала энергичность пасынка проблемой, которая не поддается контролю. Фримен – единственный врач, что поставил ему диагноз детская шизофрения. В своих записях среди симптомов отметил и такие, как «иногда он дерзок», «много мечтает» и «иногда у этого мальчика злобное лицо». Уолтер Фримен всего за встречу убедил отца и мачеху, что мальчику нужна лоботомия. Цена вопроса $200, 1960. Помещение в больницу, электрошок в качестве анестезии и жуткая процедура в полусознательном состоянии. Мальчик пришел в себя на следующий день, все как в тумане. Ментальный зомби, так Говард описал свое состояние. Позже семья окончательно отправила его в психушку. Долгие годы он провел в домах душевнобольных и приютах. От такой жизни очень просто опуститься на социальное дно. К счастью, позже Говарду удалось выкарабкаться. Фактически, Говарда выбросили, от него избавились, сделав социально невидимым, запертым в приюте. Ничего удивительного, что таких, как он, тогда тоже не слышали. Только к 70-м фундаментальная критика хирургического вмешательства в мозг для изменения поведения достигла своего пика. Исследователи этого периода массовой психохирургии, помимо прочего, среди причин такой популярности лейка и лоботомии, теперь называют также тот факт, что, несмотря на очевидную ошибочность логики аргументов Маниша, он не подвергался серьезной критике со стороны общественности, в том числе и по причине его высокой репутации. Авторитета. Бывший министр иностранных дел Португалии, как-никак. Да и до лоботомии он сделал действительно большой вклад в медицину, разработал метод церебральной ангиографии, позволяющий взглянуть на сосуды мозга. Во многом его авторитет и предвзятое освещение в СМИ на начальных этапах способствовали присуждению Нобелевской премии в 1949 году. Также стоит помнить, что сам Эгош был уже не молод, оттого очень торопился с публикацией своих первых некачественных результатов, стараясь оставить свое имя в истории. Как оказалось, невероятно мрачной и вопящей от ужаса, но тогда неслышимой общественностью истории. Безусловно,
смотря с высоты сегодняшнего дня, легко сказать, что лоботомия – один из самых жутких скелетов в шкафу психиатрии, собранный из псевдонаучных теоретических обоснований, некачественной проверки, слепого поклонения авторитету и наполненной антигуманностью атмосферы отчаяния, царившей в психиатрических учреждениях. Но в контексте своего времени это варварство не было настолько очевидным. Я неспроста взял за пример психохирургию и лейкотомию в частности. Ведь это не только один из самых известных провалов 20 века. Это яркий пример и прямое следствие того, как психиатрия медикализировала безумие и какие последствия пришли к нам с этой медикализацией. Начиная с именно 20 века, новый профессиональный взгляд на безумие, предложенный психиатрией, фактически стал доминирующим. Сегодня в психиатрии невозможно представить себе разговор о душевных расстройствах без использования медицинской терминологии, обсуждения границ здоровья и патологии в контексте человеческого тела. А люди, пытающиеся объяснить свои переживания и связанные с ними проблемы, все чаще прибегают к словам медицинского диагностического лексикона. Взять, к примеру, такой термин, как меланхолия. Ранее его использовали как специалисты, так и непрофессионалы. Довольно известное состояние недомогания, апатии, относящееся к ментальному состоянию человека. Однако пришедший на смену меланхолии с подачи Мейера психиатрический термин «депрессия» изначально вообще был заимствован из кардиологии, и сам факт его употребления уже претендовал на то, что депрессия точно такое же буквальное соматическое заболевание, как и болезнь сердца. Может показаться, что это всего-то вопрос лексической замены. Однако эта лексика, этот язык отражает куда более глубокие процессы медикализации состояний психики. Процессы наделения медика физиологическим смыслом переживаний, чувств, эмоций человека и на основании этого наделения присуждения статуса пациента. Слова, 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 артефакты культуры высших приматов, которым мы, люди, придаем столько смысла. Удивительно, но при помощи одних лишь слов можно заставить верить миллионы людей, что то, чем ты занимаешься, это медицина. Можно, например, красноречиво рассказывать про память воды, чтобы объяснить, как в пузырьке, где нет ни молекулы действующего вещества, сохранилась целительная сила. Можно красочно расписывать чудодейственные свойства каких-нибудь грибов или частей тел животных, чтобы убедить человека: «Эй, этот пенис летучей мыши приведет твоего дружка в порядок». Интересно, есть ли тут связь с пандемией? А можно авторитетно заявить, что слова, используемые ранее для метафорического описания эмоциональных состояний человека, вроде депрессия как подавленное состояние духа, на самом деле описывают все вовсе не метафорично. Приправь наукообразными объяснениями, которые ни черта не объясняют, сведя все, что считалось ранее проблемами жизни или характера, к проблемам нервов. Проделай то же самое для абсолютно любого эмоционального опыта, дав ему медицинское название. Забери парочку диагнозов у неврологии для пущей убедительности. Заяви, что только медицинские эксперты могут устанавливать границы такого уже не совсем метафорического здоровья. И вуаля! Через век никто не покажет и тени сомнения при произнесении таких слов, как болезнь,
диагноз, расстройство и лечение по отношению вовсе не к телу человека, а к его мыслям и чувствам. Вот что бывает при наличии правильного язычка, который так сложно удержать за зубами. Разумеется, сегодня в общественном восприятии термин «депрессия» давно не связан с кардиологией. И если кто-то серьезно сравнит инфаркт с депрессивным расстройством, то это будет нонсенс. Но именно из таких нонсенсов и состоит медикализация. Во время бурного развития психиатрии психиатры просто приняли тождественность душевных расстройств и соматических болезней, несмотря на то, что у абсолютного большинства состояний расстройств даже сегодня нет никаких отслеживаемых биофизиологических маркеров. И отголоски, равно как и последствия такого отождествления болезней разума и тела, мы наблюдаем и сегодня. Для трезвой критической дискуссии важно помнить, что утверждение «расстройство разума равно болезни тела» — это очень грубое, изначально ненаучное допущение, на котором исторически держится значительная часть авторитета психиатрии как медицинской специальности. Впрочем, из этого не следует, что допущение обязательно ложное. Но когда на основании этого допущения принимаются решения, которые буквально определяют жизни людей, делят их на «до» и «после», у адекватного человека, как минимум, должны возникнуть вопросы. Язык, безумие и тьма. Во тьме мы много дозволяем, оттенки чувства и ума под медицину подгоняем. Так проще, говорит нам врач, но проще ли стало пациенту, едва ли прекратился плач. В момент принятия документа во тьму готовы мы отдать все, что зовется ненормальным. Зачем ошибки признавать? Все это кажется таким уж дальним. На самом деле, лоботомия в ее многочисленных вариантах лишь одна из процедур, выполнявшихся на мозге людей для изменения их поведения и чувств. Кое-что из этого продолжают практиковать, пусть и в более мягкой форме, даже сегодня. Правда, чаще под названием нейрохирургия психических расстройств, либо же глубокая стимуляция мозга при психических расстройствах. Последний метод, к слову, гипотетически обратим, ведь данная процедура не предусматривает непосредственное разрушение тканей мозга, что не меняет психохирургической сути всех этих процедур. Теперь это представляется как что-то вроде последней надежды для людей с резистентной депрессией или ОКР. Часто для пациентов это встает как буквальный выбор между суицидом и сомнительной операцией на мозге. Сомнительной, ведь результаты таких вмешательств остаются крайне противоречивыми, особенно учитывая проблему определения слова «резистентный» по отношению к психическим расстройствам. Некоторые национальные институты, вроде британского NICE, однозначно и твердо критикуют психохирургию при ОКР, но они же и отмечают, что часть врачей продолжает верить в оправданность этого метода для исключительных случаев. Данные исследований, показавшие пользу психохирургических вмешательств, имеют очень низкое качество и кучу методологических проблем. У работ мизерная статистическая мощность и отсутствие контроля. Ни одного метаанализа, что просто смешно по сегодняшним медицинским стандартам. И хотя довольно понятны причины столь низкого качества данных, ведь сложно представить себе дизайн, где мы бы набрали группу страдающих людей и просто ради контроля просверлили бы им пару дырок в черепе. А как по мне, это был бы отличный эксперимент! Но меня чрезвычайно пугает тот факт, что в странах, где психиатрия развивалась довольно оторвана от остального мира, вроде Китая или той же России, многие врачи видят в психохирургии, если не панацею, то один из самых эффективных методов лечения.
несмотря на ужасающе низкое качество данных. Например, в РФ радостно и за денежку кромсали мозги наркозависимым в период с 1998 по 2003 год. Ведь из-за медикализации психических расстройств в ведомство психиатрии также отнесены и наркозависимые. За 4 года в Питерском институте экспериментальной медицины, который частично был преобразован в Институт мозга человека имени Бехтеревой, более 300 человек с зависимостями подвергли двухсторонней стереотоксической цингулотомии. Было заявлено, что положительный эффект, например, в виде снижения дозы, наблюдался у 60% пациентов. Правда, отчетов, соответствующих современным медицинским стандартам, мировая общественность не увидела. А все обвинения в отсутствии результатов и указаний на суицид бывших пациентов просто замалчивались. Только официально они проводили чаще одной операции в неделю. Тогдашний директор Института мозга РАН, сын небезызвестной Бехтеревой, Святослав Медведев, хвастался, что они могут проводить по 2 операции в день. Отделение рассчитано на 15 коек, а операция на сегодня стоит для жителей России 135 тысяч рублей, для иностранцев 8 тысяч долларов. Правда, после того, как бывшие пациенты стали обращаться в суд, призывая шарлатанов к ответственности, лавочку пришлось прикрыть. Нигде в мире не практиковали подобных процедур для лечения зависимостей, еще и за счет зависимого. По сегодняшним стандартам и подходам, вроде снижения вреда и заместительной терапии, это просто какое-то космическое, антигуманное, антинаучное, варварское, бесчеловечное безумие. Но им хвастались и хвастаются российские титулованные врачи, объясняя пациентам, что они освобождают от наркотической зависимости путем замораживания того участка мозга, в котором проживают навязчивые идеи, и исправляя некий детектор ошибок. Мы его вылечим в течение 20 дней. А это как вы сделаете? Операция. Наркомания. Если наркоман хочет вылечиться, он не может просто так вылечиться, потому что у него есть навязчивое состояние. Это поломка детектора ошибок. Этот редукционистский, устаревший подход к человеческой психике, который едва ли ушел далеко от объяснений в духе «у вас неисправности в проводке», как у Маниша, и сегодня пытаются возродить, будто бы застрявшие в прошлом веке врачи. В регионах, где господствует так называемый «русский мир», ситуация осложняется и тем, что в некоторых случаях психиатры видят большую финансовую привлекательность и простоту в психохирургических вмешательствах ввиду плохого развития, банальной недоступности современных, менее редукционистских и не настолько медикализированных методик и подходов. В странах, где с психиатрией получше, по протоколам от пациентов, готовых пойти на риски, требуется информированное согласие, а согласование, включающее одобрение неврологов, психиатров, специалистов по этике и так далее, занимает по меньшей мере год. То есть поле применения подобных процедур очень сильно сократилось, однако не исчезло совсем. Пусть это и парочка пациентов за годы психиатрической практики в развитых странах. Впрочем, несмотря на то, что сегодня психохирургия никогда не должна быть назначена, например, при шизофрении, случай Ми Джантау, описанный ранее, ярко свидетельствует, что это правило далеко не всегда и не везде соблюдают. В этом и кроется чрезвычайная опасность упрощенного редукционистского подхода к психике человека, когда ментальные проблемы рассматриваются исключительно под оптикой классической медицины. С этим медикализированным восприятием, раз есть диагноз, значит есть и больной орган. Сегодня в мировой психиатрии стараются держаться подальше от такого редукционизма. Но, к сожалению, в мире далеко не везде господствует психиатрия здорового человека с информированным согласием и осторожностью при любых вмешательствах. Иногда мы можем наткнуться на ее чудовищного брата-близнеца, выращенного в полной изоляции от остального мира. И существование этого жуткого близнеца было бы невозможным без того жуткого пути, по которому прошла психиатрия. И начался этот путь именно с медикализации безумия. Наше сегодняшнее восприятие любого проявления безумия также проходит через эту призму психиатрической медикализации.
отнесение того, что раньше считалось проблемами жизни, обстоятельств, морали или характера, к вопросам здоровья тела, попытки лечить разум соматическими средствами. Все это сыграло невероятно важную роль в том, какой взгляд на безумие главенствует сегодня. И именно из такого взгляда и родилась психохирургия, продолжая подпитываться им и теперь. Медикализировав безумие, вы понадеялись, что лучше поймете его, что сможете лучше бороться с ним. Ну, и как успехи? Сильно продвинулись? С каждым выпуском психиатрического руководства мы все точнее диагностируем. Испытай ужасающую силу диагностики. Нет, конечно, есть что-то безумно захватывающее в профессии, которая, с одной стороны, каждые 15 лет или около того выбрасывает в помойку всю свою диагностическую систему, но с другой стороны, с религиозным трепетом относится к этой книжечке, своей диагностической Библии. Вот только никому из вас и в голову не пришло, что Библия написана не на том языке. По умолчанию вы рассматриваете безумие как медицинскую проблему и используете для его описания медицинский язык, потому что, так принято. Но обращаться к безумию, проблемам разума и чувств, проблемам жизни с инструментарием классической медицины — это все равно, что обращаться к человеку на языке, который он даже не понимает. Но это же вар'яцтва! І менавіта праз гэтае вар'яцтва вы набылі сваю славутасць, легітымнасць, аўтарытэт, зрэшты, становішча ў сістэме аховы здароўя. Адкажы мне на пытанне, ці адчуваеш ты ўсепраглынальны жах, разважаючы пра тое, што адбудзецца, калі грамадства уцяміць усё гэта? Сегодня в психиатрии уже так крепко не держатся за биологический редукционизм, и в развитых странах практикуется преимущественно психологическое и психофармакологическое лечение, а не исключительно соматическое, направленное на больной орган. Наше понимание состояния, именуемых психическими расстройствами, довольно сильно изменилось. Невозможно рассматривать их без учета когнитивных, поведенческих и эмоциональных факторов. Да и психиатр, который сегодня будет всерьез считать, что психические расстройства локализованы в конкретных анатомических структурах и лечить надо через воздействие на них, либо путешественник во времени, либо некомпетентный профан, что признают даже российские специалисты в своих профильных изданиях. Но фундаментальные проблемы, связанные с медикализацией безумия, никуда не исчезли. Множество людей видят решение проблем того, что сегодня называется ментальным здоровьем, в психиатрии, отдавая ей исключительное право на особую медицинскую экспертизу безумия. Однако исторический путь этой дисциплины свидетельствует об ином. Психиатрия медикализировала безумие, а вовсе не пришла к изучению изначально медицинской проблемы. Это не значит, что мы не можем рассматривать душевные страдания людей через медицинскую оптику. Почему нет? Это значит, что проблемы сумасшествия гораздо глубже и системнее, чем просто медицинские. И тот факт, что редукционистский подход к психике человека принес нам столько страданий, а не избавил от них, это очередное свидетельство сложности этого вопроса. В идеальном мире каждому человеку, испытывающему душевные страдания, должны были бы помогать комплексно и самыми разными подходами, вплоть до коренных изменений в жизни, социальной работы, в которую включаются самые разные институты и дисциплины.
Но, к сожалению, мы живем не в таком мире. И неспроста социальные службы, профессионалы, работающие с людьми, которым, по идее, должна помогать психиатрия, имеют огромное количество вопросов к этой дисциплине. Как, например, это ярко описано в «Безумной науке». Очевидно, что все эти проблемы возникли не сегодня, и разрешаться им тоже не завтра. Однако однозначно то, что если мы хотим действительно помогать людям, облегчать их состояние, беспокоиться о качестве жизни общества в целом и избегать злоупотреблений, нам жизненно необходимы все эти активные споры о психиатрии. Как в мировой, так и той самой, изолированной. По крайней мере, такой позиции придерживаются честные, достойные и открытые психиатры, вроде Джонатана Метсла. Активные дебаты полезны для психиатрии, как вне профессии, так и внутри нее. Сегодня вы также видите растущее число таких ученых, как я, которые верят в терапевтические и даже потенциально освободительные перспективы своей профессии, но при этом остаются глубоко озабоченными такими проблемами, как влияние фармацевтической промышленности, стигма, связанная с диагнозом, и расширение использования психотропных препаратов, и это лишь некоторые из них. Нам жизненно важны честные вопросы, а не замалчивание для вашего же блага. Ну, разве что, если мы говорим про белорусское слово «благо». О, психіятру, експертний позірк моцны твой, амаль бязмежна уладарства. Калі ёсць хібы з галавой, лікуеш іх усяму грамадству. Наладзіш хутка механізм вытворчасці медычных ведаў. Тлумачыш кожнаму, то гуманізм, якіх пакут хто б не ўведаў. А калі ж хіба ёсць у тым, што нехта надта цваны заўважыць, што ў падмурку гэтым стан медыцыны марны. Развяжаш хутка ты той збой, дадаўшы пошук хіб да спісаў хібаў з галавой. Вось толькі з логікай такой я маю некалькі пытанняў. А хіба сам не станеш за мяжой нібы медычных назіранняў? Напоследок скажу, что, разумеется, в этом видео есть искажение. Ну и вряд ли одно. Ведь я смотрю на прогресс в области психического здоровья как на гуманистически обоснованный и человекоориентированный процесс. Потому что мне бы хотелось, чтобы в мире было больше гуманизма. Да, я наивный. Однако нельзя не упомянуть и то, что часто варварство уходит в прошлое не потому, что люди осознали, что это варварство, а потому что появляются более привлекательные, дешевые и общественно приемлемые инструменты для достижения этих варварских целей. Так, немалую роль в решении отказаться от той же лоботомии сыграло появление антипсихотических препаратов, вроде хлорпромазина. Таблетки и уколы, делающие пациентов послушными, банально более просты в применении относительно психохирургии, не говоря о стоимости и времени. Да и о пациентах в период массовой психохирургии думали скорее как о стыдном балласте для семей и сообществ, чем как о людях. Четкое понимание того, что у пациентов в психиатрии есть какие-то там права, принесло антипсихиатрическое движение, развернувшееся чуть позже лоботомии. Примечательно и то, что протест против хирургического вмешательства с целью повлиять на психику, выраженный в массовой культуре писателями и кинематографистами, во многом и привел к росту антипсихиатрии на Западе, что в свою очередь способствовало гуманизации психиатрии в целом. Однако часть протеста доносилась и из совсем неожиданных мест и была связана скорее с религиозно-идеологическим недовольством. Например, протест от саентологов или из СССР. Першую лейкатомію за советамі зрабілі ў 40-х. Метод падобны на той, які выкарыстоўваў Эгаш Маніш, але з пашкоджваннем толькі аднаго боку.
до 50-х тут была выканана ледь сотня другая падобных працэдур. Але як іх узносілі на трэцім усесаюзным з'ездзе неўрапатолагаў ды псіхіятраў. Заслухайся. Паляпшэння рознай ступені дасягнулі больш за 60% праапераваных. Асабліва падкрэслівалася, што пасля лейкатаміі людзі былі здольныя займацца працай. Найвышэйшая мэта, да якой павінны імкнуцца падобныя вам. О, дык ГУЛАГ займаўся тым, што скіроўваў людзей на працатэрапію. Я зразумеў. Ужо ў 49-м падкрэслівалася, што ўся ўвага псіхіятраў мусіць быць скіравана на механізмы франтальнай лейкатаміі ў святле абучэння акадэміка Паўлава. Паўлаў – ідэал, атэістычнае боства, праз працы якога тлумачылі ўсё новае, нязвыклае. Усюды маем свае догматы, і толькі адзінкі здольны іх парушаць. Прыкра. 29 лістапада 1950-го газета «Праўда» скіравала адкрыты ліст да міністра аховы здароўя СССР пад назвай «Супраць аднаго ілжэнавуковага методу лікавання». Вытрымка слова. Одним из примеров бессилия буржуазной медицины является пользующийся широким распространением в американской психиатрии новый метод лечения психических заболеваний – лоботомия, лейкотомия. Естественно, в среде наших врачей не может быть места таким методом лечения. Тем не менее, и у нас нашлись люди, которым оказался по вкусу этот заокеанский плод лженауки. Далее идут скарги, выдачи. Нават советская медицина яе величу не здолела вытрымаць такую ідэалагічна правильную думку. На жаль, днем пазней прэзідыум навуковай медычнай рады абмежаваў выкарыстанне лоботоміі. Хто ж з цвярозым розумам будзе бараніць плён бессілля буржуазнай медыцыны? Праз 10 дзён падпісаны указ 1003. Лоботомія цалкам забаронена. Шмат каго звольнілі. Ну так, наймацнейшы аргумент пра той, чаму нельга жэрці людзей, гэта партыя забараніла. Я устрымаюся ад лейкатоміі цяпер толькі таму, што паважаю савецкую псіхіятрыю. На шчасце, яна славутая сваімі іншымі дасягненнямі. Прабачце, мне была патрэбная гарбатка, бо мой голас неймаверна напружаны на самой справе. Яму трэ некалькі дзён адпачынку, но гэта будзе потым яшчэ загадкавіка здымаць, але гэта праз дзень будзе. Я стомлены. Немагчыма патлумачыць, як я моцна стомлены. Але у параўнанні з мастацкімі здымкамі Джокера, якія былі, вось гэтыя, здымкі асноўнай частцы, яны вельмі лёгкія. Дзякуй за прагляды гэтага відэа. Я неймаверна ўдзячны ўсім, хто наглядзеў яго цалкам, ды пазнаёміўся глыбей з гэтай праблемай. Наступнага разу, як вы здагадаліся, мы закранем тэму карнай псіхіатрыі, карнай медыцыны наогул, той адбітак савецкай сістэмы, якая закранула багата краін нашага рэгіёну, і праз гэты адбітак у некаторых краінах, уласна у Беларусі, і захавалася гэта карная медыцына. І гэта жахліва. Хутчэй за ўсё я зраблю такое больш караценькае відэа пра карную псіхіатрыю ўласна ў Беларусі. Яно будзе на іншым канале. І калі яно з'явіцца, вы вось знойдзеце падказку і зможаце хутненька яго знайсці. Наступныя відэа пасля карнай медыцыны пра псіхіатрыю яны будуць больш пра разлады. І мне падаецца, што антураж Архаму ён вельмі
спрыяе таму, каб паразмаўляць на гэтыя тэмы. Бо, ведаеце, ніводны архім не будаваўся дзеля паляпшэння жыцця тых, хто ў ім знаходзіцца. І на мой погляд, даволі жахліва, што пра карную псіхіятрыю СССР, пра той адбітак, які яна пакінула на сучаснай ахове здароўя, амаль не размаўляюць. Тыя відэа, што я прынамсі бачыў, яны прысвечаныя больш перыяду СССР, але амаль ніхто не аналізуе сучасную карную псіхіятрыю, нягледзячы на тое, што гэта неймаверна пашыраная праблема, уласна, у Беларусі. Я ведаю, што і на Расіі такія прыклады. Таму я лічу неабходным паразмаўляць пра гэта. Больш за тое, праз карную псіхіятрыю можна даведацца пра такую больш агульную праблему сусветнай псіхіятрыі. Напрыклад, гэта роля пацыента. Амаль ніводная медыцынская спецыяльнасць не мае такіх магчымасцяў да зняважання пацыента, які мае псіхіятрыі. Гэта сапраўды жахліва. Пра гэта варта размаўляць, пра гэта варта разважаць, каб пазбягаць злоўжыванняў у будучыні. Вось, але гэта будзе наступнага разу. Гэтага разу адзначу, што некаторыя моманты да гэтага відэа былі запісаны яшчэ ў 2016 годзе. Уявіце сябе, колькі часу мінула, але вось мы толькі цяпер прыйшлі да таго, што я выкарыстаў той матэрыял. Ну і спадзяюся, што пераход тут на беларускую ён выглядае даволі натуральна, арганічна, і мне падаецца, гэта вельмі цікавы прыклад мастацкага выкарыстання змены мовы. Ну а калі вас гэта неяк абражае, то нашы шляхі разышліся. Я не разумею, што вы робіце на гэтым канале, калі вас гэта абражае. Шчыра не разумею, як вы сюды трапілі, магчыма, выпадкова. А ўсіх астатніх людзей, здольных развіваць свае моўныя здольнасці, даведвацца пра іншыя культуры і паглыбляць разуменне іншых моваў, я вітаю, як і далей вы будзеце назіраць тут цудоўныя відэа з некаторымі абмежаваннямі, пра якія я патлумачу у бэкстейджы. А бэкстейдж я не запісваў гады 4, мне падаецца. Ну, карацей, доўгі тэрмін мінуў з таго часу, як быў апошні бэкстейдж, калі не памыляюся, ён быў пра каго ж ён быў? Пра Fallout? Ці я памыляюся? Ці Ведзьмара? Не, мне здаецца, Fallout. Карацей, неймаверныя сілы былі прыкладзеныя проста да таго, каб скончыць гэтае відэа, спланаваць яго, і улічваючы умовы, у якіх я гэта раблю, ну гэта проста цуд, што я вось дайшоў нават да гэтага моманту, што я зняў амаль усё. І калі я скончу монтаж, я спадзяюся, што вынікам я буду задаволены, бо гэта неймаверная праца. Дарэчы, пра беларускую мову даволі цікавыя рэчы, звязаныя з эгаш маніш, бо па-беларуску маніш, слова маніш, гэта падманваеш, ну, абманваеш па-расейску. І гэта цікавае назіранне, што такое кажучае само за сябе імя. Эгаш, ты мяне маніш, нешта эгаш. Такіх цікавых моўных з'яў у гэтым відэа на самой справе багата. Нават тыя вершы, якія я ў 2021 годзе для загадкавіка напісаў яшчэ па-расейску, я мастацкі пераклаў, каб яны былі па-беларуску, і мяне здзівіла, як натуральна яны выглядалі. Некаторыя вершы па-беларуску выглядалі нават лепш за вершы па-расейску. Там больш розных рэферансаў у бок Аркхема, і, на маю думку, гэтыя вершыкі атрымаліся сапраўды добрымі. Можа, паспрабуем адхадзіць? Таго, чый лёс зусім благі. Да куды нам прытуліць усіх, хто мае розныя мазгі? Ну і чакаем наступнага разу. Фармат будзе прыкладна такі самы. Адзінае, што ўся мастацкая частка будзе па-беларуску, бо пераход мастацкай частцы ўжо адбыўся, і спадзяюся, ён быў вам даспадобы. Заўважу таксама, што пад мінулым відэа знайшліся людзі, якія, ну, магчыма, праз нейкія свае байсы, скажэнні не зразумелі, пра што гэта відэа, і яны палічылі, што гэта пра тое, што псіхіятрыя не мусіць існаваць, але не. Чамусьці такія людзі разважаюць, што людзям
трэба пакінуць роль дзяцей. Бо яны ж там нічога не разумеюць, вось і не трэба ім разумець, не трэба ім даведацца пра жахі, якія адбываюцца ў свеце, не трэба ім ведаць пра цёмныя моманты гэтай дысцыпліны, ну вось не трэба пужаць. І гэта дзівосны падход, які пакідае дзіцячую ролю, ну, дарослым людзям, дзеяздольным дарослым людзям проста ў інтэрнэце. І я шчыра не разумею, што з людзьмі, якія такія словы пакідаюць не так, калі мы кажам пра аб'ектыўны падыход да нейкай праблемы, то перш за ўсё ён пачынаецца з вызначэння гэтай праблемы. І мы мусім размаўляць пра праблемы псіхіятрыі, каб палепшыць гэтую дысцыпліну, асабліва ў нашым рэгіёне, дзе пакутуе столькі людзей. Яшчэ раз дзякую ўсім, хто даглядзеў гэта відэа да канца. Дзякую ўсім, хто дапамагае мне на Патрыёне. І менавіта дзякуючы вам, наогул гэта і іншыя мае відэа сталі магчымымі. Калі б не вы, нічога гэтага не было. І я неймаверна ўдзячна ўсім, хто дапамагае мне. І таксама падзяка Вользе Лебедь, бо яна вельмі дапамагла мне з пошукам таго тону, той мовы, якой варта размаўляць пра праблемы псіхіятрыі, бо калі мы разважаем пра гэта, ёсць даволі вялікая рызыка неяк зняважыць людзей, якія проста існуюць у жахлівай псіхіятрычнай сістэме, але намагаюцца яе палепшыць. І вось, каб адзначыць, што гэта праблема не гэтых людзей, а такая больш агульная, звязаная з сістэмай, у якой мы існуем. Вось Вольга Лебедь мне дапамагала, указваючы на такія моманты. Падзяка ёй за гэта. Вось, я сказаў усё, што цяпер хацеў сказаць. Спадзяюся, нічога не запамятаваў. Пабачымся за кадрам на бэкстейджы, які будзе на канале Smash. Я больш дэталёва там апавяду пра стварэнне гэтага відэа, бо пра што распавесці. І да пабачэння. Следствие шока и травмы мозга, буквально. Я сбежал, я доволен, я свободен. Крейн, ты труп.